Привет, друзья! Сегодня приготовим настоящую, вкусную, ароматную самсу в тандыре. На самом деле приготовление самсы вообще несложное. Тесто и начинка. И начать нужно с теста, чтобы оно успело полежать, отдохнуть и стало более податливым для раскатки. Все ингредиенты будут в описании. У меня здесь мука, вода. И воду нужно хорошенько посолить. Я отправляю туда соль и размешиваю. Соленую воду переливаем в муку и замешиваем плотное тесто. Оно должно быть прям упругим. И когда мука впитала в себя уже практически всю воду и приобрела вот такую вот рваную структуру, добавляем к нему растопленное или размягченное сливочное масло. Это придаст более интересный вкус нашему тесту для самсы. И продолжаем вымешивать. Тесто получается очень плотное, поэтому замес его лучше доверить мужчине. Убираем его в пакет или накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на то время, пока мы будем готовить начинку. Что же касается приготовления начинки, то традиционно для самсы используют, конечно же, баранину. Но при желании вы можете заменить ее и на говядину, и даже, если захотите, на курицу. Единственное, что подумайте о том, какой жир будете использовать. Традиционно используют курдючный, можно посоветовать сало. Разделаем лопатку. Срежем место печати. Здесь нащупываем кость. И тыльной стороной зачищаем мясо от кости. Как видите, из одной лопатки достаточно большое количество мяса получается, которого будет достаточно примерно для приготовления 24 штук самсы, может быть штук 20. И для сочности обязательно добавляем немного бараньего курдюка. На мой взгляд, идеальным соотношением для приготовления начинки на самсу является 800 грамм мяса и 200 грамм жира. Теперь все это нужно измельчить на мелкие кусочки. И для этого у меня появился новый друг. И примерно 1 к 1 с мясом должно быть лука. Его нарезаем мелким кубиком. Просто отлично. И не менее важно, конечно, посолить, поперчить и добавить зиры в фарш, чтобы начинка получилась вкусной. Хорошенько поперчим. Добавим зиры. Вот такая вот начинка с большим количеством специй и репчатого лука сделает вашу самсу максимально сочной. Ну а мы можем разжигать тандыр и дождемся, чтобы он прогрелся. Ну что, обстоятельства нам немножко помешали сразу приступить к самсе. Тем не менее, посмотрите, какое замечательное тесто стало. Мягкое и податливое. Разделю его на 2 одинаковые части. Немножко скатаем из него колбаски. Делим пополам и на 3 части. Тесто постоянно держим накрытым, чтобы оно не заветривалось. Теперь наша задача раскатать тесто шириной с блюдечка, толщина 2-3 мм. Обильно обваливаем в муке и раскатываем. Все то же самое проделаем со всем остальным тестом.
Теперь берем небольшое количество начинки и скрепляем самсу. Чем-то напоминает хинкали. Отлично, наша самса готова, чтобы отправиться в тандыр. Можно для украшения присыпать ее немного кунжутом. Для этого просто немножко чем-то ее можно смочить. Например, подсоленной водой. Можно желтком, если хотите. Но в тандыре желток очень быстро горит. Немного присыпать ее кунжутом. И отправляемся к тандыру. Самое главное, чтобы он хорошенько прогрелся. Наш тандыр полностью разогрелся. Посмотрите, его стенки стали белоснежными. Снизу я положил камень в качестве жароотсекателя. И теперь наша задача плотно на стенке усадить выпекаться самсу. Для этого ее донышко я буду смачивать подсоленной водой. Берем самсу, немного смачиваем ее водой и прилепляем ее к стенке тандыра. И закрываем крышку. Запекаться самса будет порядка 20-25 минут. После этого золотистую, аппетитную мы ее подадим на стол. Запах на всю округу. Прошло 23 минуты, и первые самсы, которые мы отправляли чуть раньше, уже можно доставать. Открываем крышку и смотрим на эту красоту. Разве это не красота? Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте разрежем одну самсу и посмотрим, что внутри. Они, конечно, еще очень сильно горячие. Тем не менее, мне не терпится попробовать. Это, конечно, очень горячо, чтобы попробовать целиком, но чуть-чуть попробую. Как же ароматно.